что? Сейчас начнем. Джон, всем привет. Йоу, здорово. Я тебя, кстати, видел в этом чате паладинов видел. Ты там писал. Оставайся со мной, будем смотреть пачки. Русский на стриме паладинов. Да, я видел там. Угар какой-то жесткий. Оставайся на стриме, будем комментировать, так сказать, новые скины. Ты видел нового героя? Скорее всего, будет Райдер, про которого я рассказывал в своем ролике. Только очень странно, почему именно он, если о нем очень мало известно. Вот это вот непонятно. Да. Ну, там возможно, это просто... Там был спойлер про Тару, скин на Тару, германский или немецкий, насрать. И новый его... Ну, там должна быть... Все, начинаем, короче. Кэт Маунт должен быть. Hello, ladies and gentlemen. Акула, вы что, серьезно? Акула. Of course, you might know me as Rainy, but that's my other Ты видишь, это акула. I'm the host for today. And of course, on this patch, we've got a spooky-looking dude right here. I wouldn't use that adjective. Well, I think there's a whole plethora of adjectives. А где стрим Люмана? Да не знаю, не оставайся у меня. Хорошо, что у него нет стрима. У него, кстати, в последнее время какое-то качество, да-да-да. Какое-то качество очень странное стало у Люмана на стриме. И когда он еще убрал, о май гад, да, вот эта вот акула на башке. Неужели он будет все время с этим акулой сидеть? Смотри, у скина вот этого негра у него какая-то рваная одежда и кофта. То есть, скорее всего, это какой-то стиль на нового героя. Наверное, новый герой будет в таком стиле одежды, скорее всего. И да, оставайся тут. Шикарно, хотя бы ты будешь тут сидеть. Так улыбается, типа, привет, я тут, о, привет. Улыбается вообще. Карман, у него такие рваные. Неужели он будет все время сидеть вот с этим, с этой башкой акулы? Башка акулы. We've got a great show, a lot of content. Of course, everyone's been spoiled to death about all the things coming through. But let's start out with some real content. I did nothing this time. Реальный контент, йо. Так, реальный контент. Да-да-да, акула это вообще пожалуйста. Такой скин на дрога за акула. About this first thing we have to show you guys. We have some new sprays coming into the game, and they are unlike any sprays that have ever been introduced in Paladins. Why don't you guys talk about this, because I'm blown away. That's true. So this is something that Дрога с акула. Что? А, вот, арт-спрей. Я, кстати, про эти спреи говорил в своем видео. Я говорил в своем видео, что эти high-res спреи, вроде как про них я говорил. Да, там будут Орваль, да-да-да, это они. Я в них в своем видео говорил. Вот мое, она мой у королевы, да-да-да. Лиан королева лучше подошел, наверное. Я про эти спреи у себя... Они такие няшные, капец. Я про эти спреи говорил у себя в видео. Вот, типа, то есть я был прав. Няхи, да, такие няшные. Только теперь вопрос, сколько они стоят? И из сундука ли они выпадают? Скай просто няха-няха-няха. Просто няшная самая Скай. Да-да-да, клёво такой. У меня у героя просто, и все, и вам у тебя. Это из группы ВКонтакте они взяли это, эти спреи. О, новый скин, новый герой. Уи, новый герой. О, нет!
Да, ёб твою мать. Тайра, Ред Винтер. Нового героя не будет. Короче, я говорил, это будет Маунт, Медведь и Тайра, это русская, немецкая, это какая она там? Я думал, ну, он уже сказал вроде новый герой, или он сказал новый чемпион. По-моему, он сказал, значит, он сказал новый чемпион. Да, не будет Тайра жестко, да. Ред Винтер. Да, выглядит клево, но он... И, кстати, значит, там была изображена Тайра, все, у нас не будет. Не, почему они будут фиксить? Они пофиксят баги, они попозже в конце будут рассказывать. Но это я пропущу, я не буду смотреть оставшиеся баги, наверное. Ой. Orders received. The target will be dealt with. You can either tell me everything in bed, or spill your guts on the floor. While we're here, could you get me a drink? Of course, shaken, not stirred. I'm wanted in over 50 countries. For crimes, yes, but mostly for looking so darn good. The first shot won't kill you, not even the second or the third. Not till you crawl over and kiss my boot. Капец, но у нее, по-моему, русский акцент английский. То есть английский акцент русского человека. Второй акцент. Я и говорю, да, это русский акцент, по-моему. До свидания. До свидания она сказала? Серьезно? Она сказала до свидания. Прикольно. То есть они русский даже язык сделали, русская фраза. Ну вот, появляется постепенно русская озвучка Паладин. Вот появляется постепенно русская озвучка. Спасибо. А, до свидания, сказал, до свидания. Русская, ура, да, она русская, там серп и молот вроде было сзади. А так быстро бегает, ну вот, да, не серп и молот, там звезда, это вот эта вот звезда, типа. Ну только он стоит, и сколько будет? О, смотри, слева там менюшка немножко. А, ну там просто белый фон убрали, значит. Ну у нее оружия нет. Well, of course, this is just a prelude to some of the other things. Obviously, a big centerpiece is this skin, but there's also more celebration for your worldwide audience throughout this chest that people. Ну да, ну надо. Ой. First up is Yang here. So she's got a new mirror. Новый скин на Ин, смотри, там Иисус. Иисус. Там Иисус. Кто? Это типа двуглавый орел, ну или что-то вроде этого. Типа Иисус. Это я буду говорить Иисус, типа Иисус в стекле. А, это германские оружия. А, они изменили иконку, реально. Выглядит, кстати, скин на Иви прикольно так. Красная такая штука. Типа, прикольно. Да я вижу, что они изменили иконку немножко. Ну, смотри, ну выглядит, в принципе, ну, сундук опять. Ну, красная штука. А на кого там еще сделали? На Мако. Кровавые шары типа, глаза кровавые. Держать кровавые глаза. Oh yeah, we got some more stuff. We've got another thing from Merc. А может быть, они скоро дойдут до того, что они вот сделали американские оружия, теперь они сделали германские. Может быть, что русские сделают оружие. О, смотри, как Фернандо выглядит жестко. Щит у Фернандо американский. Он так смешно выглядит. Прикольно выглядит. И, кстати, смотри, там вообще Фернандо жестко изменили просто, капец. Теперь у него... Вау! Флаг! Америка! Американский флаг. А что, типа, теперь более детальная, что ли, эта штука? То есть теперь можно еще и щит, и оружие отдельно, что или это, типа, вместо оружия простое, а щит только? А кто у нас второй зритель? Поздоровайся, я приветствую тебя. Второй зритель, кто? Десайдер, ты?
О, Федя жесткий, да. О, смотри. О, Андрокса шапочка. Смотри, какая шапочка на Андрокса. И русский ушанка. Русский ушанка. Русский шапка-ушанка. А, это мировой сундук. То есть здесь Америка, Германия, русские и кто там еще. Прикольная шапка на Андрокса. Я хочу эту шапку. Такая. Только непонятно. Илья. Илья, это ты, Илья, точно, дядя Вася. Смотри, мы смотрим, что. Шапка на Андрокс. Да, русский ушанка. Виктор, русский шапка-ушанка. Илья. Ну, короче, нового героя не будет, по-моему, Илья. Да, это шапка. I know you guys know a little few some things coming through, so we'll get to that in a moment. Be patient with us. We have a very cool thing happening. If you're a fan of the caster, if you know anything about the caster, it's a show where Nick and I have actually. We didn't talk about the Fernando thing. Oh yeah, okay. Че, он забыл что-то? Есть надежда на героя. Ну, возможно, ну сколько времени? Время, они должны примерно показывать 20-25-30. Они показывают нового героя. Если они его не покажут, то все. Это время. Видишь, кстати, Илья, ты видишь, какой там дебильная шапка акулы? Ты видишь там шапка акулы? Я не могу на это смотреть, реально. Шапка акулы. Такая, о, акула, я акула. Это просто дичь какая-то. Особенно, когда он поворачивается. Надо какой-нибудь типа делать это как его. Так, щит. Ну вот, простой щит. Шапка дебиль. А, в смысле, башка это щит? То есть теперь башка это щит. Серьезно? Вот это необычно. Ну это комбинации теперь можно жестко делать. То есть башка это щит. Шикарно. Сделали просто шикарно. Повар спрашивает. Повар, да-да-да. То есть смотрите, теперь можно отдельно щит ставить. То есть у некоторых героев там что-то есть. И они могут отдельно. То есть теперь это не башка, как там нарисовано, а щит. Это жестко. Тупо изменили. Кстати, видели ли они там изменили иконки героев? Они сделали их более жесткими. Да, акула это повар. Акула спрашивает акулу. Что ты делаешь, акула? Ну не знаю, прикольно, не прикольно. Я хочу посмотреть на других героев, как это используется. В смысле? Вот, они типа хотят этих кастеров, которые постоянно... Вот каждый день выходит видео про этих кастеров у них на официальном канале. Они типа хотят их рекламировать, типа голосуйте за Кастер ТВ. Каждый проголосует, будет получит пак с Майти и Паванец бесплатно. И какой пак? Что за пак? Короче, какой-то анал пак. Ощущение, что она накурилась. High five for the streak of 5. That's 13 in a row. Right, welcome to Paladins. Build your deck. Put the cards in it, and then save it. Put them all in there. Я скажу. The objective is spawned, so go forth. An enemy is annihilating? What? That's really embarrassing. A pentakill? Very cool, dude. You won. Victory. Actually, pretty cool. Короче, это какие-то типа люди, и они постоянно типа что-то, типа это озвучка получается. То есть убил там, оу, пентакилл, и что-то вот это вот акула, да-да-да, акула. И типа они вот озвучивают их. И типа что-то проголосовать, но разберемся, походу, я думаю. Божечки.
You're right. Your favorite orc, your favorite shaman, he's getting some love. Написано Finally, what are we thinking? The Lining, а бывает. It's Grok getting a new visual rework. Да, это вот. Вау, Грок. Что это такое? Скин? Или это... это арт. Что это? Или это они так внешность? Прикиньте, они так внешность Грока изменили. Хотя нет, смотрите, это тотем. Возможно, кстати, это стандартная внешность Грока, и они ее изменили вот на такую. Не, ну смотрите, здесь написано просто Грок, а не Epic Skin. Там не написано New Skin Грок, здесь просто Грок написано. Значит, это стандартный скин на Грок, они его изменили. Это стандартный скин, а это типа тотем, я так понимаю, это череп или что это? Да, я же говорю, это стандартный скин. Да, смотри, как он выглядит. Он выглядит клево, но зачем на Грок? Это вообще, за него никто не... Смотрите, как клево выглядит. Вот это жестко просто. Теперь он выглядит вот так. Буду часть на него играть. Но я же говорю, это стандартный скин. Слушайте меня, я больше всех знаю, я вообще умный. Ну, выглядит клево. Но зачем на нем играть? Но здесь, если они его еще и бафнут в этом патче, то все, это Грок вернется обратно в игру. Смотрите, у него пресс появился. То есть у него раньше был... У него раньше пузика было, а сейчас у него пресс появился вообще жестко. Раньше такое пузяка такая была, а теперь присуга такая, и такое лицо похудело. Раньше такое пухленькое лицо было, а сейчас оно похудело так вообще. Накачался Грок, короче. Давайте хэштег Грок накачался. Хэштег там качать. Помню, короче, поняли вы. Вон, реально. У него даже лицо худое стало, да, подкачался. Прям лицо охудело. О, смотрите, стандартные. Вау, ну он реально, он такой стал худой. Ну, кстати, смотрите, они только стандартные изменили и все. Кстати, видели, они добавили на него эти скины мастерства. А вот они спалили их. Но почему-то они скины на оружие не изменили под тот стиль. Только стандартно изменили под этот стиль. А, ну да, точно, я понял, да. Я угадал, я вообще умный. Да-да-да. Да-да-да. Угадал, я вообще умный. Вот этот старый скин стандартный, который у него раньше. Вот, видите, я же говорю, ну смотрите, смотрится клево. Вот оружие смотрится идеально, вот это вот мастерское оружие, оно смотрится клево. А серое, оно как-то такое не очень. Вот сделали бы они на всех героев реально вот такие скины клевые, новые, обновленные, особенно на Андроксусе, Огаза или кого-нибудь еще. Кстати, вот, мне кажется, что выглядит клево, но снова они такие звезды, типа, о, я космос. О, смотрите, ага. Мне нравится, как он выглядит, вот это вот оружие очень жестко выглядит. И розовый такой фиолетовый. Окей, сделайте серию с мужиком и хватит, да-да-да. О, легендарная эмоция, смотрите. Да-да-да, сейчас смотрите. Танцует, так смотрите. Танцует. Это электровуги-вуги. Электровуги. Смотрите, куда он ушел. Он просто ушел туда, к карте. Электровуги-вуги. Электровуги-вуги. Ну да, на Андроксе бы реально смотрелось бы жестко. То есть видели, он такой, фу, за меня никто не играет, пошли вон, и пошел танцевать электровуги-вуги. Время у нас. Время. Вот если они сейчас не покажут еще 10-минутного героя, то все, его не будет. MVP, that's what I got. Okay, cool. So yeah, a lot of great stuff coming with Grok. Obviously the new visual rework, touching on that. We'll get into some balance stuff as well. Grok ждет, да, электровуги-вуги. Это далеко, надо будет, может, озвучить видео про это сделать. Я не знаю, это реально клево. О, смотрите. Опять электровуги-вуги. Электровуги-вуги. А вот реально в игре так можно было крутить камеры вокруг. Прям в прямом эфире. Мне кажется, у него башка меньше стала. Смотрите, у него башка такая маленькая. И гребешок. Теперь подойдет Гроку... не как его там, ну не звание, которое у него есть, а петух. Потому что, смотрите, у него гребешок какой жесткий.
У него башка очень маленькая, гребешок огромный. So let's start taking a look at some of. Вау. Да фак, в смысле, вы что делаете? His abilities and all these are all Смотрите, translated. So is there anything different from this visual rework? Does this apply to any of his abilities, or is it just from the cosmetic? Не, ну смотрите, выглядит прикольно. Yeah, I mean we did a full pass Типа on it, такие and you can see some of it is петушок. weapon here. There's kind of new effects that go into it. He's got those crystals in there and kind of go into kind of a more magical kind of center. О, ну не знаю, вернется ли он обратно в игру. Будет ли на нем кто-нибудь еще играть опять? Ну, конечно, кто-то играет, но я не понимаю зачем. Потому что как саппорт говно, а как дамагер так себе. Такое. О, смотри, как выглядит тотем. Смотрите, это типа такая скелетная башка, она считается. У него даже теперь тотем танцует. Так, типа, даже у него даже башка танцует. Ну просто они сделали Грока танцевала. Танцующего Грока. Ура. Смотрите слева внизу, как клево еще выглядит. О, там еще анимация прикольная такая. Yeah, so I know there's a lot of people that have been out there asking for this, a lot of apparent Grok mains. Какие-то команды пишут. And now they can do it in style. О, это не поменяли. Это первобытный Андре. And with class. Вместо первобытный Андре. And the splash art that you saw for that as well. Ну он танцует, да, он танцует жестко. А, да, точно, это же Андре, я понял, да, я понял, да, это типа Андре. Тотеми Андре есть. We hope you all enjoy it. It's been a lot of work on that champion. He's been asked for some work from the community, and he's gotten it. So this should be a very nice catharsis moment for everyone involved. Going into the VIP, we do have some new rotations coming through. Code Green Victor will be. Green, коллекция, короче, Green. Виктор возвращается в VIP-магазин. Поэтому кто хотел купить Виктора зеленого в магазине, покупайте. Beautiful. Патча будет, конечно, Андрюшу, да. Наверное, кстати, прикольно было. Смотрите, кто хотел купить Виктора, вот этого зеленого, то он теперь доступен в VIP-магазине будет. По-моему, они говорят. I like his chin structure also. So he'll be the rotation skin this time in the VIP store. Мне нравится больше всего оружие у левого самого, а сам скин нравится у левого второго. Я не знаю, как объяснить. Ну, короче, вот нравится оружие у этого, а вот у этого скин именно сам нравится. Именно сам скин, а у этого оружие. О! Кристальное оружие на Дженоса! Охренеть, кристальное оружие на Дженоса! Вау, смотрите, какое оно шикарное! Охренеть, смотрите, какая анимация жесткая! Кристальное оружие! Капец, значит, они будут продолжать эту коллекцию на оружие кристального. Не, почему? Мне нравится Дженос. Это мой любимый саппорт, и мне, в принципе, подойдет это оружие сейчас. Это оружие, типа, такое сейчас знаю. Ну, да. Ну, у нас можно 2 мата в сообщении. Этим 3 мата нельзя. Ну, короче, у нас не будет нового героя, так предполагаю. По-моему, они сказали, его не будет. Fragability, strong frag. On a scale of no fragability to a lot of fragability, where is Genos? Who's the новые бафы, что ли? Who's to the most? I'm putting Andrew at the top. Okay. It's appropriate, right? Because he's got the shatter bomb. Ну, не, почему? Ну, они хотели, наверное, самым... Не, я только за, чтобы они продолжали эту коллекцию кристаллов. Оно клево смотрится. На дрога забыл клево. О, смотри. Вау. Только как-то оно фигово, если честно, в первого лица смотрится. Это как-то... Смотрите, это жестко. Там все крутится, вертится, но это очень жестко. Знаете, как сложно такую анимацию сделать? То есть, когда он перезаряжается, это все крутится, вот так эти все железяки крутятся, там сами кристаллы крутятся. Yeah, and that was another thing too. Is just for this champion, as magical as he is and everything, like just this theme. Иконка охренеть. Да, иконка такая, ну типа. Сорян, это был скример.
He's up at the top. Иконка такая жесткая, близкая такая. Oh, when Thomas is in command of this, that's why you made it, Thomas. You basically. Жаль, что не меняется Скорпион, там этот, так как его, это правая кнопка и так далее. I play of wanting to look good in match. I didn't say that. Well, I would just say you're all lucky that I play a lot of different champions. That's true. So. Champion? #1 high-res flex. That's very true. Hey, you have to. You know, you got to support the team. You got to do what the team. I heard we were actually looking to make a team of players, and there was a fifth that wasn't. I mean, I wasn't on the roster yet. Apparently, you know. Минус, слушай, да, сорян. Ну, видели, какая близкая иконка, это перебор, мне кажется. As a Masters player, I'm going to go ahead and say that I think Thomas can, you know, take my spot for now. He's a much better addition to the team. No, I'll commentate. Oh, okay. No. Put him on the team. Please. Put him on the team. You don't want that. That could be fun. Oh man, Nick and I have been waiting to use О, that. что они тут что-то пытаются шутить, что ли? Что эти галустяны, что ли? Записались на Comedy Club? And we've also got a couple of additions coming through customization wise. This is in terms of grabbing some chests. So if you're looking for some legendaries and trying to get the chest, there is an enchanted key kind of opportunity that we have. Now you're going to be able to have a select legendary role key based on your frontline, your support, your flank, your damage, which type of legendary you're going to want to unlock when you enchant that. Use those crystals to get that specific. Ну привет, привет, фонарик. So, heck yeah. Elaborate more on that and the decision to put that in there, guys. Oh my goodness. You were zoning out. I zoned out. Garrett zoned out. So Garrett's just preparing for It's awesome. So you basically the addition for the Привет. Дядя Вася. and why that was decided upon as being a good addition. Короче, если 30 минут не покажешь, то не похоже, не покажешь. Ну да. Смотрите, они все время показывают нового героя на вот этой картинке, которая у меня изображена на стриме. Там была изображена Тайра. Кстати, ты пропустил, Илья, Тайру с этим, с медведем. И она изображена Тайра с медведем. Значит, нового героя не будет. Нету героя, да? Нету. Ну, посмотрим, новые. Здесь еще должны быть скины, я так думаю. Dang it, acrobatics pip. That's not really what I was after. Я в курсе. А ты откуда в But if курсе? you get acrobatics pip, I encourage you to try pip. Give him a go. Она сказала, до свидания, такой акцент прикольный был, русский. Постепенно появляется русский озвучка. Almost at that position to talk about that, and that's going to be pretty lengthy as well. But the last thing, Thomas, I did notice this as well in Dev earlier that we're going to see some new portraits. We are. For so champions. yeah, we did a full pass. So, It's amazing. Every champion. Смотрите, новые иконки. Nick and Смотрите, какие у Андроксуса жестко. Смотрите, какие иконки. Смотрите, какой Телекс угрюмый. Зин такой, я тебя презираю, тварь. Шалинь. А прикиньте, они все эти скины переделали, прям полностью. Допустим, Дрогоза немножко переделали. Тауса какой-то немножко бабский стал, мне кажется. Шалини переделали, Зини немножко везде переделали. У Кэсси, да. Смотрите, Кэсси стала такая более женственная. Термин стал такой же, смотрите. Инара стала очень гладкая, смотрите, как она сделана жестко. Не, этот Лекс какой-то стал такой. Ну вот, жестко Андроксуса они переделали так вот. Все испоганили. Не, почему? Мне нравится, клево выглядит. Да, и, наверное, стал моложе. Мне почему? Мне нравится, прикольно сделано, красиво. Тем более, кто вообще смотрит на эти иконки слева внизу? Я смотрю только на... Да я понял, что это Паладин Страйк. Но теперь будет не Паладин Страйк. Going to get to. Nick and I will be running through those with you. I want to first start off with and let everybody know what's happening. First, we have fixed the third-person view no longer functioning after spending over 3 minutes in the shooting range. Они уже баги начали, что ли, делать? Что так рано? 30 минут только лучше. We've also fixed the rarity glow missing from items gotten out of Radiant Chest. We fixed the rarity announcer call out for rare and above in Radiant Chest. Fixed bots not using their ultimate voice lines.
Короче, ультимейты и так далее. Да. Странно, они обычно делают их... Ну да, ну мне кажется, это вот они основные какие-то сделают именно основные фиксы игры именно, а не героев, а потом начнут уже скины, потом уже героев. Они начинают делать фикс героя, ну, правки баланса 40 минут. A general kind of adjustment to some vertical mobility coming through in this patch as well. I know that can sometimes scare people, but really I think it's just an overall. Только я до сих пор не понимаю, почему он надел акулу и корону. Зачем? Если нет ничего такого там похожего. Different legendary options more viable by decreasing. Короче, так понял, они поменяли интерфейс, поменяли иконки. Там они еще это поменяли. Never picked. So that's kind of an overarching look at what's going to be happening here. So let's get with it. General, we addressed an issue where players have no health bar. We talked about that. But most importantly, we see a difference to stealth. There's a new soft reveal effect. В смысле, кто такой? Смотрите, они иконку слева не добавляют. Мы не понимаем, кто это. Its ranged increase from 15 to 20. Yep, so this is not only one of the cheapest items, but они, смотрите, очень быстро говорят, это очень странно. Потому что они одну баланс, там 5 минут могут. Что-то дистанция снижена, повышена, точнее, с 15 до 20, только что это, иллюминейт какой-то. Разве не надо не узнавания? Да, вот, анрок, смотрите. Дистанция, короче, снижена с 35 до 25. Короче, теперь дальность сниженная скачка, теперь он будет, ну, не так далеко скакать своей адской походкой. Короче, вот, легендарная карта, непонятная какая-то. Нет длинности, не понимаю. Так, вот, легендарная карта. Ну а что-то опять они снили, да? Андер говно. Не, Андер не говно, не надо говорить. Да. А банарик у нас можно 2 мата в сообщении в одном. 3 нельзя. В целом сообщении, именно не предложение, а в целом сообщении 2 мата. Я тебе говорю, 2 мата в целом сообщении, 3 нельзя. Я удалю, если что, у меня тут просто высвечивается на телефоне. It, and in the event that you do try to counterplay it, you have someone has to take it, which doesn't feel great. So now there are 2 мата можно, да, 3 нельзя, 3 я уже удалю совсем. Тем более у меня нету сейчас этих. That was just kind of confusing, convoluted, hard to tell who was getting the bonus damage, right. Who can we shoot now. It's whoever Ash plants that flag on, whoever she stuns, shoot them. And what's also cool is that not only is it just the same thing, more clear, but it's more bonus damage, so it's even more effective. Так, стоп. Быстрее я не могу. Again, which is also a part of that. So it's some interesting choices there. Barrick is seeing an adjustment to his legendary card, Architectonics. A lot of people had conversations about this, not performing the way they were used to. So there was actually a bug that was causing Architectonic. Когда, короче, не срабатывали эти ботинки, по фикшн багу не срабатывали, как тебе моя новая шапка. Ну, прикольно, но она опять же с этим пипом. Я так понял, ты очень любишь этого пипа. Как его там? Научного пипа. So it should be back for you Barrick players. Bomb King. Play Tinker. Прикольно. Bomb King, he's seeing a легендарная карта. Они, короче, снизили. Теперь раньше была легендарная карта, которая давала 50% быстрее взрывалась бомба. Теперь они сделали вместо 50 30% взрывается бомба. А, нет, стоп, нет, стоп. Радиус. Они радиус уменьшили. Или добавили, я не понимаю. Ну что-то, короче, с радиусом бомбы. Ну, Bomb King все равно никто не играет, нафиг. Только турнирные чуваки играют, они... И кто-то, я не понимаю, ну что-то... Или, по-моему, ну или написано легендарная карта, значит, все-таки вместо 50% быстрее 30. Главное, чтобы не Адрокса не трогали, Дрогоза не трогали, но Дрогоза не так не трогают. Что-то за Deep баг опять какой-то. Когда карта... что-то когда карта через драконий удар. Я играю на пипе Тайли. А Тайли играешь? Вот тебе новый скин добавили на Тайру. Русская. Она будет за кристаллы продаваться.
Завтра постримим, наверное, ребят, я думаю. А хотя какой постримим? Пострим, не постримим, я же не могу. Но я завтра видео, наверное, запишу, а может не напишу, не уверен. Завтра на ПТС заценю все это. Легендарная карта. Дамаг увеличен с 300 до 350. Я знаю, я помню, ты играл за Андер. Но Андер не трогают, они больше его не будут трогать. Все, они только дальность ему снизили адской походки и все. Хотя бы не урон, не скорострельность, хотя бы просто дать. Ты же говорил, или это почти не играешь. Легендарная карта, большая игра, максимальная хп увеличена с 5% до 10%. Incitement, кулдаун с 1, 2, 3, 4 до 5, 1, 1,5, 2 секунды. So a lot of these changes, Cassie, along with Ash, is kind of one of those characters with the one. Короче, они Кэсси, походу, бафают или не бафают. Я Андро 14, я платина 4. That exaction legendary so often in Cassie's kit that it almost forces that one to be the best one, whether or not you think it is the best one. Бафните его, да, бафнули бы его. Ну, Кэсси, смотрите, все ждут, пока Кэсси дебафнут, а ее, наоборот, вроде бафают. Я не понимаю, вот эти вот цифры, вот эти вот 5, 1, вот это вот я не понимаю вообще. Но они, по-моему, ну там они легендарную бафнули карту, которую никто не использует, поэтому, в принципе, нет. А вот это я не понимаю, кулдаун. А, ты его не выбил, окей, хорошо. That's what made her a lot of fun, but also it was almost impossible to counter that. And now she will have to invest hiring to Kronos to get that same type of maneuverability, or just have a little bit more moments of vulnerability. И чё, они начали закончить раньше? Странно. Они, смотрите, скинов нифига почти не сделали. И героя не добавили. Обычно добавляют до хрена героя, скинов, и не добавляют героя. Или добавляют героя, и так, среднее количество. Сейчас не то, не то. Генерал, пофикшено, короче, фигня на новом скине. Когда огонь шел, типа, все время. Когда был все время огонь. Пофикшен... вот знаете... Извините, комментарий, окей. Смотрите, у него, у Дрогоза, уху, эта вот эмоция не была прогружена, они пофиксили баг. Лютовик. Короче, смотрите. Reduce кулдаун с 25 до 15-30. Они снизили кулдаун, шикарно. Это кулдаун Free of Hunt, это что такое? Короче, они Дрогоза, смотрите, Дрогоза, по-моему, уменьшили, что ли, 30 или сделали с ним. И уменьшили ему КД чего-то там. В принципе, это баф. Дрогоз еще баф. Less egregious from. I think this will force people into looking at other. Drogos has a lot of like good cards that I think are kind of overlooked. I think there's one that's like a masterful. Ты платин 4, да. Категория по 90. Не. Давай посмотрим, потом рейди под конец. Да, я платин 4. Я апнулся с Сильвера 2 до платин 4. Просто у меня сейчас команда есть. Аж 4. Смотрите, флайт, скорость что-то увели. И вот это reduce, это что такое? Давайте посмотрим. Reduced. Переводчик мне. Ага, ну я понимаю, я понял. Уменьшенный. Уменьшенный на 10 секунд. Смотрите, пофикшн, короче, какая-то фигня пофикшн. Ну, обидно, что мы этим... Ну, я понимаю, да. Короче, они, по-моему, и пофиксили Дрогоза, и чуть-чуть бафнули. Last хилинг. Уменьшен с 60 до 50. С 75, это что такое, Лянин став. Короче, типа урон стандартный. Здорово, это я, Кирилл. Привет, Кирилл.
Короче, они, походу, увеличили, что ли, урон ему с простого его этого стафа. Кто у нас ушел? Илья, что ли, ушел? Что-то мало, смотрите. Дамаг с 25 до 150, нормально. Ай, ты здесь. А что-то у меня багает телефон, у меня 3 зрителя. Это ладно. Смотрите, хилинг. Тотем увеличили, короче, там фигню какую-то. Да, тоже смотрю. Потом, смотрите, бонус увеличили со 120, 30, 40. Да, увеличили. Они, короче, бафнули Грокха. Я же говорю, что они бафнут Грокха. Я так и знал, что они бафнут. Они, то есть, бафнули ему урон, этот тотем хила. Я порейдил их. Они бафнули ему тотем, бафнули... Что такое? Бонусную урон, ну, легендарную, что ли. Ну, короче, что-то они бафнули. В принципе, как я предполагал, граф на спустя 1 год. Да-да-да. Наконец-то они бафнули Грокха. Да-да-да. Ну, наконец-то они его бафнули, только не знаю. Ну, тотем все равно... они ему, по-моему, хп увеличили у тотема. С 900 что-то там до 1500. Слушай, как тебе новый игрок? Ну, вроде нормальный, но я должен поиграть на нем. Я должен сначала поиграть на нем, а потом уже понять. Ну, вообще, выглядит по характеристикам так нормально. Бафнули они ему. То есть на 150, потом на... Сколько там? На 300, потом вообще на 450, а потом вообще на 600. То есть это жестко они бахнули все. Должно быть хорошо. Но тотем все равно будет ломаться с 2 выстрелов дрога. Как оружие на Дженса. Оружие мне очень понравилось. Я очень люблю за Дженса играть, и я буду это оружие покупать. У меня есть на Андрокса оружие, теперь будет еще на Дженса оружие. Я обожаю играть на Дженсе. Это мой основной хил. Я возьму. Вот, смотри, Дженс. Степень удара темперач, короче. Смотрите, уменьшенный, короче, теперь он будет быстрее ультовать, походу. Смотрите, уменьшенный с 1 секунды, то есть быстрее, то есть... Степень удара темперач, так вот, быстро будет. Это, короче, ульта. Префайр. Снижена какая-то фигня, короче. Снижена с 1,5 секунды до 1 и 2. Right, and so now he's consistent, yeah. And so now he's going to be probably able to set it up more on his own, and also with seismic crash or with other things like time and space. Ну да, это все. Меня выбивает Дженс. Да, ну не 3, там 0,3 это не очень много. Ну да, новый Дженс, новые скины. Новый скин от Дженса, новый Дженс. Мощно, ну да. Теперь ульта будет еще мощнее, теперь убежать еще сложнее будет. Так, снайпер рифл. Это минимальная с 85, ну что-то баф и... Да что так быстро, легендарная карта? Да подождите вы, что так быстро переключаются, то... Этого переключения бесконечно, я не могу прочитать. По-моему, что-то там связано с ее вот этой вот штукой. Я не понимаю, но они бафнули первую, это минимальная какая-то фигня, и потом еще снизу, по-моему, пофиксили. Легендарная карта. Уменьши с 35 до 25% бонусный дамаг. Надо описание не карается. Ну исправлю потом. Я писал на скорую руку, я всегда пишу. Пока ты начнешь, тебя уже убьют. Ну да. Да я понял, я писал на скорую руку, я всегда когда пишу, криво пишу. Так, смотрите, ну бонус, то есть баф, Discovery, дополнительный бонус с 20 до 30. Это, короче, апнули. Генерал. Это здоровье с 4... снижено, короче, 4800 до 4500. Легендарная карта. Бонус с 80 до 70 снижен. Смотрите, у него, короче, хук теперь не 1100 будет дамажить, а где-то там 1900 хп где-то. И у него вместо 4800 будет 4500. То есть он примерно, то есть... да я понял. Что-то там пишет.
То есть постепенно он приближается к барику. То есть Мако приближается к барику. 4400. Зачем Мако и так против Шимаевости не хватает? 1300 хп минус. Что-то какая-то фигня. Я не понимаю. А как тебе новый скин на Тайру? Скин на Тайру прикольный, и особенно мне понравился вот это «До свидания», она сказала, когда это прикольно. Новое оружие. Мне очень понравилось оружие на Иви, по-моему. И понравилось... Какого они бафнули? Его пофиксили. Читать не умеешь, что ли? Короче, вертикальная дистанция, что-то снижено там. Маку от 4800 хп до 4500. И вместо 80% хуку, 70% хуку. Я знаю, я точно уверен. Я точно уверен. Сейчас, подождите. Now this is fun. Saris, this is a good one. Restore Soul will now have a base range of 100 instead of 70. So that's a big deal. Gonna open some things up away from Mortal Reach. Agony now, the stun duration will increase from 1 second to 1.5. Which is nearly a seismic crash in Aura. It's only a half second off. Soul Collector will now also increase not only your health by 2%. Короче, ей что-то там подняли с секунды до 1,5 секунды. Легендарная карта Soul Collector сейчас... Оружие, ну, добавили, походу, 2%, походу. Да, бедный Мако, короче, ушатали. Подписывайтесь на канал, будет оповещение на стриме. Help open up some more choices for you, Saris players. Let's put this way, Nick. You know, we talked about the Saris convergence to the Wombo combo through time and space. Saris and Agony. Вот, да, ну вот. И что-то там еще. Я тоже, что... А я на Мако не играю. Я играю на Фернандо, на Рыбарике. Кто там у нас что-то есть? Короче, не знаю. Смотрите, Run Like the Wind. Моментальная скорость снижена с 120-240 до 7, 14, 21, что-то там еще. Легендарная карта Desert Shadow, пустынная тень. Короче, снизено с 3 секунд до 2 секунд снизили. Время, чего-то там. То есть я дверь закрою? Так пусть Грога запофиксит. Его пофиксили и бафнули. Ему там бафнули, то есть уменьшили кулдаун, но пофиксили и там что-то сделали. О, уже фиксит терминуса. Фиксит ультимейт терминуса. Базовое здоровье с 4, это снижено с 4900 до 4500. Well, first, actually, Terminus's ultimate meter will not be shown to other players, which is important. You will not know. Долго забафнули и пофиксили. Там у него было снижено на 30%, что там было у него снижено. Смотрите, они уже, то есть у него теперь, ну все, он теперь, опять же, как Мако. Смотрите, у них 4500, то же самое, что Мако. Да нет, Дрогос и так сбалансированный, он хороший, реально. Ему даже не трогать не надо. Вообще, так, и... оружие, что ли? Короче, снижено на 25%, походу, какая-то легендарная карта. Вот, ультимейт. Пофикшена, короче, фигня, когда у других игроков раньше сила камня. Дамаг снижен с 1,5, 3, 4,5, 6 до 1, 2, 3, 4. Ну вот это, кстати, по-моему, X, ой, баф. Одна ракета 400 дамага. Здесь будет так. Нет, ничего не так не будет. Да его и так все берут, вы чё? Флаттер, дистанция снижена на 10%. Походу это лайт, скорость снижена на 25%. Все снижено, понимаете? Снижено, они задолбали. Так, что дистанционный по-моему, увеличено, да, с 0,1 до 0,5. Я и так беру Дрогоза и тащу всех самых слабых, да. Да, я вообще беру Дрогоза и тащу. А как насчет Дрогоза фланг и бегу надо.
Ну, не знаю. Но я вообще играю с Лего на скорость. Повысьте что-нибудь. Да, они повысили уже что-нибудь наконец-то. Но они, по-моему, вот видите, повысили. Но это хорошо или плохо? Ну да, это будет имба. Он и так сейчас очень сильный, его бывает не убить вообще невозможно. Короче, не баф. Ну, по-моему, да. Да и не хватало бафа, она и так сидит там по 60, по 100 тысяч от силы. Ей не хватало баф так. Инферно Блейд. Скорость увеличена с 240 до... Короче, он будет, по-моему, еще медленнее теперь этим стрелять инферно-блейдами. Кулдаун увеличит с 12 до 15 секунд. Сильно пофиксили. Они пофиксили моего любимого Дзина. Теперь у него капец. Мой любимый Дзин. Его так давно, его никогда не фиксили. И тут бам, сразу 3 фикса. Жопа. Его и так можно было спокойно убить с помощью Андроксуса. А теперь его еще... Теперь у Дзина вообще нет никаких шансов против Андроксуса. Кулдаун увеличен на 3 секунды, потом теперь он будет еще вот так вот, еле, так смотрите, так типа будет, летит этот Инферно Блейд, летит еле. And now we will be joined with some more people here. We'll have, of course, High-Res Martini and oh my god! О май гад, ты пэкнул сюда! И сейчас они будут отвечать на вопросы, которые задали, короче, игроки. Ставьте все лайки, подписывайтесь на канал, оповещение будет на стриме. Просто не трогайте бомбу. А бомбу уже тронули, кстати. Они, по-моему, уменьшили с 50% до 30% скорость. Или дистанцию, или скорость. Да, да, да. All right, so we're doing the community skin project again. We did one back in May. We had a huge turnout, 60,000 votes, and of course, Infernal Ceres was the skin that we made together. So we want to do it again. It was a ton of fun. So you can go on paladins.com right now and vote for the champion that you want to receive a skin. Теперь мой будет, да. Ой, смотрите. Вот смотрите, все скины есть, кроме зеленых этих солдатиков, на Барика скина, на Мэй скина, на Иви скина, на Бака скина, на Скай скина и на Руксу скина. Короче, половины нету скинов. Они вон, ну да. Она его и так. Ну вообще да, но в основном все-таки я убивал за Дина Мейс. Ну она тоже, да, может убить. Если далеко убежит, то все. А теперь он будет еще медленнее стрелять этими своими инферно-блейдами и все. We'll see. Yeah, that's interesting. I don't know who I want to win. But of course, we do have a new segment that's an old segment, but we haven't done it for a while. We're kind of getting back into the rhythm. Community questions. Yes. Let's do it. I've got a bunch of community questions from Garrett's phone. Ooh. So first question, what is your balancing process? Is it like the community is screaming at us? Вопрос на экран можно Or мне? do you have a balanced checklist asked by Schnebs67? Thank you for asking, Schnebs. So the balancing process is pretty robust. Obviously, community feedback, as you mentioned, is part of it. And oftentimes, direct feedback from the community over certain things being too strong. Oftentimes, they either are supported by data and fact or are not, and then kind of more of an issue of perception, which then it's our job to figure out why these things are like that. But the process is kind of multifaceted. So generally some pillars that it stands on are, yes, community perception and feedback, also statistical facts, relevance, depending on many factors, efficacy of champions or abilities, cards, legendaries, all within different populations. We have millions and millions of players that play millions and millions of games. So there's a lot of factors. But data, stats, community perception, and then obviously internal thoughts, and then just overarching design goals. So those are kind of what we base them on. Cool. All right, next question. What is the easiest or hardest champion you've worked on so far? Asked by Kung Fu Lord. That's a very fair question. If difficulty, maybe from a technical standpoint,
I would say anytime you try and do something kind of out of the bounds of like what's already existing in the game. For instance, like Terminus is ult, right? We don't have any after death mechanics yet. That would be a good example of something that's difficult to do. But I feel like the team kind of really pulled together and made this really awesome cinematic, powerful moment. That's pretty sweet. So that's a great example. Can you please ask Martini to explain how Inara is better off with diminishing returns than without it? I just don't see how getting less than 70% plus damage reduction with the addition of diminishing returns actually benefits Inara. Asked by Versheen. So the reason, and we talked about this on the patch notes when we introduced it. I think your misunderstanding is coming from the fact that you think past a certain threshold, in this case 30%, that everything diminishes afterwards. Why it's better is because before, everything was being reduced, or you weren't getting any effects that weren't greater than the initial like 50 or 70%. So now you get that big chunk, right? And then everything stacks on top of it to where you can reach heights that you wouldn't have before. So she's very strong right now. She's very hard to kill. Instead of just getting like 50% and you receive another 20% bonus in the past, this bonus wasn't applying to you, period. Now you get it at a reduced rate, so you are in fact stronger. Why do you nerf champions that don't need to? A little something special and kind of recognizing another one of our regions. And so we've got some special stuff in here for our friends in Russia. And with Tyra here, we went kind of with to give away this pack, some special stuff that right. Orders received. The target will be dealt with. You can either tell me everything in bed or spill your guts on the floor. While we're here, could you get me a drink? Of course, shaken, not stirred. I'm wanted in over 50 countries. For crimes, yes, but mostly for looking so darn good. The first shot won't kill you. Not even the second or the third. Not till you crawl over and kiss my boot. Я просто пересматриваю. Прикольно. Нам не интересно, не болтаю. Окей, пока. Спокойной ночи. Feet, guys. We are a team. Let's listen to one more as well. We've got one more line. До свидания. До свидания. How could you not? Solid. Absolutely love Пока. Ты чё уходишь-то, Илья? Не уходи. Ставь меня в игре в друзья. И там NEKITZLOY, ник, и может все-таки сможем поиграть. This is the vast majority of your player base all the way through Masters. He is not in an offensive spot compared to other tanks. There are other characters that are far more performant than he is. That, for whatever reason, don't have the perception that, oh god, this character is broken. So this is one of the factors that we take into consideration when we're balancing them, is that, yes, there is this community perception. For instance, yours right there, which was, why haven't you touched this character? He's picked in every pro match. There's something wrong. And it's like, well, in 99.999% of the games that are played, he actually loses more. Люма не провел стрим, выкладывает просто его и смотрит стрим. Да, я понял. Да, я понял. But it's a very good question and something that I've experienced frustration over in games that I've played in the past, so totally warranted. All right, is there a cap on the number of champions planned for the realm? Asked by Roar. No way. Unlimited. Millions. When are we finally going to get that spicy paladin's lore? Asked by... Spicy. Типа вопрос, когда будет лор Paladins. It'll be soon, guys. Hang around. We've been working on it for a really long time, and I can't wait to tell you. And even with some of our latest champions, we've kind of integrated it a little bit more than the past ones. So I would just hang around, maybe just pay attention. Soon TM. I see that the unused credits voice lines were used recently. What brought about those changes? Since on Wiki it says that the voice lines were unused. Короче, когда типа сделают, походу, озвучки другие разных языков. О, привет, Девсайдер! Не прошло и года, не прошло и часа, как ты приперся сюда. Но заканчивайся скоро, стрим, ты пришел уже. Will the tutorial get reworked? Asked by Johnny Drake. I would like to, yes. Ты так поздно пришел, я тебе написал даже лично. Я думал, никого не будет, как ты будешь, а ты вообще последний пришел. Просто тут было 5 онлайн. She's the only damage currently. Tyra actually performs extremely well. Again, the perception. Это не смешно. She's not picked in professional play, or she doesn't have the mobility, is definitely something we'll look at, and we'll see if we can adjust through other parts of her kit. Хотел стрима, сам пропустил, лол. All
Видишь эту акулу, видишь, да? То же самое у меня была реакция на эту акулу, которая у него на башке сидит. Yes, yes. And back to when we make those millions of other champions, guys, you're gonna eventually see it, I promise. Видишь, это башка, акула башка, это вообще... Close to wrapping up the show here. If you don't know, HRX is right around the corner, so make sure to get your HRX tickets. Paladins 15 for 15% off, or you can use like highsexpo.com, Paladins 15% off. 15 на... I'm just stealing the plug right there. Either way, guys, make sure you grab your tickets as well. We also have Paladins Fright Nights coming up, and that's something you should be aware of. Liz, can you just tell us what this is? Yeah, so Paladins Fright Nights is the weekend event. Every single day we've got different rewards. Today you can get up to 3 radiant chests. Tomorrow you can get up to 45 crystals. And Sunday you get double VIP points from enemies. Заканчиваем, может. Make sure you guys enjoy your weekend. Enjoy your Halloween extravaganzas here and enjoy OB62. That's it from all of us here at Alpharetta and Hi-Res Studios. We appreciate you watching. We appreciate you playing the game. And from all of us here, we wish you a very happy, spooky Halloween. As always, remember to never give up, never stop gaming, and we'll see you all in the realm. Увидимся. Oh, baby, stop calling me dumb, dumb, dumb. It's none of your business. I'll run. Ой, сорян, When did you quit being fun, fun, fun? Should have known better. I'm done. Looks like we faked it. Ну что, будем заканчивать? Что в итоге? Выйдем скин на Тайру, скины в сундуках, скин на Фернандо, новые иконки персонажей, скин кристаллического оружия на Дженоса. Ну что ж, все, будем, наверное, заканчивать. Что тогда, пока. Не знаю, видео, я думаю, видео завтра, может быть, выпущу. И все тогда, завтра выпущу. Все. Завтра выпущу, наверное, видео про новый патч. Все тогда. Всем спасибо за просмотр, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, все. Всем пока.